Представьте себе, как самолет стоимостью в $2 миллиарда внезапно рушится на Землю. Как истребитель продолжает лететь с одним крылом, словно бросая вызов законам физики? Как пилот на огромной скорости катапультируется из самолета, зная, что шансов выжить практически нет? В этом ролике вы увидите самые экстремальные авиационные инциденты в истории США, снятые на камеры очевидцев. Крушение Б-2 на взлете. 23 февраля 2008 года на авиабазе Андерсен, расположенной на острове Гуам, произошла катастрофа, которая потрясла авиационное сообщество. Один из самых передовых и дорогих самолетов в мире, стратегический бомбардировщик Б-2 Spirit стоимостью около $2 миллиардов потерпел крушение при попытке взлета. В тот день экипаж готовился к обычному перелету. Однако незадолго до взлета системы самолета начали получать некорректные данные от датчиков, отвечающих за измерение углов атаки. Эти искаженные данные привели к тому, что система управления полетом неправильно определила положение самолета в пространстве. При разгоне по взлетно-посадочной полосе Б-2 неожиданно поднял нос выше обычного, что привело к чрезмерному углу атаки. В результате самолет потерял подъемную силу, начал сваливаться и вскоре после отрыва от земли рухнул обратно на взлетно-посадочную полосу. При ударе о землю произошел сильный пожар, и самолет полностью разрушился. К счастью, оба члена экипажа успели катапультироваться и выжили, получив незначительные травмы. Это был первый случай потери Б-2 Spirit с момента его введения в эксплуатацию в 1993 году. Расследование показало, что причиной катастрофы стала влага, скопившаяся в датчиках угла атаки, что привело к их неправильной работе. К сожалению, для ВВС США это была не последняя потеря. Крушение F-35 на авиабазе Эйлсон. В холодный полдень 28 января 2025 года на авиабазе Эйлсон в Аляске произошло событие, которое заставило сердце многих замереть. Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II стоимостью около $81 миллиона выполнял плановый тренировочный полет. Небо было ясным, а условия идеальными для летных операций. Однако в процессе полета пилот столкнулся с неожиданной неисправностью. Ситуация быстро ухудшалась, самолет начал терять управление и стало очевидно, что аварийная посадка неизбежна. Понимая серьезность положения, пилот принял решение катапультироваться. Камеры очевидцев запечатлели момент, когда истребитель стремительно падал к земле. Мгновение спустя F-35, вращаясь вокруг своей оси с оглушительным ревом двигателей, врезался в землю и взорвался. К счастью, пилот выжил. Его катапультирование оказалось успешным, и он был оперативно доставлен в госпиталь. Позже представители военно-воздушных сил США заявили, что причиной инцидента, скорее всего, стала ошибка в системе управления, но подробное расследование инцидента все еще продолжается. Это катастрофа с счастливым концом, что не скажешь про следующий случай. Б-52, потерявший крыло. В 18-й день июня 1994 года авиабаза Fairchild в штате Вашингтон стала ареной трагического события. Один из самых крупных и мощных бомбардировщиков в истории, Boeing B-52 Stratofortress, участвовал в учебном полете под руководством подполковника Артура Холланда. Этот день должен был стать обычной тренировкой, но все обернулось катастрофой. Холланд, известный своей уверенностью и смелостью, предпринял опасный маневр – низковысотный вираж на скорости, превышающий безопасные пределы. Это решение оказалось роковым. Во время маневра правое крыло гигантской машины не выдержало нагрузки и оторвалось. Б-52 потерял устойчивость и рухнул на землю, вспыхнув ярким огненным шаром. Трагедия унесла жизни 4 членов экипажа и поставила под сомнение подход к управлению рисками в учебных полетах. Расследование выявило, что Холланд уже имел в прошлом нарушения, связанные с излишней агрессивностью в управлении. Интеграция аварий случается не только в воздухе и на земле. Если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Разрыв фюзеляжа у Boeing. Немного отвлечемся от военных самолетов ради невероятной катастрофы в гражданской авиации. Случай, когда у самолета буквально сорвало крышу. В весенний день 28 апреля 1988 года пассажирский лайнер Boeing 737-200 авиакомпании Aloha Airlines выполнял рейс 243 между Гонолулу и Хило, штат Гавайи. Все шло штатно, пока на высоте 24 тысяч футов не произошло то, что шокировало авиационный мир. Из-за усталости металла, вызванной многолетней эксплуатацией
самолета в условиях частых коротких рейсов с перепадами давления, прямо в полете произошло разрушение части верхнего фюзеляжа. Огромный участок крыши в передней части самолета буквально оторвался, и салон оказался открытым ветрам на скорости около 400 миль в час. Самым страшным стало то, что одна из стюардесс, которая в момент аварии находилась в проходе, была выброшена из самолета. Несмотря на это, остальные 180 пассажиров и экипаж остались на своих местах, хотя находились в зоне, где риск выжить был минимальным. Пилоты проявили невероятное мастерство, сохранив управление машиной и совершив аварийную посадку в аэропорту Кахулуи. Пострадало 65 человек, но чудом никто больше не погиб. Этот инцидент стал сигналом для изменений в правилах проверки стареющих самолетов, особенно в регионах с высоким уровнем влажности, где коррозия происходит быстрее. Сбитие самолета-шпиона. 1 мая 1960 года произошло событие, которое обострило отношения между США и Советским Союзом. Американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, выполнял миссию по сбору разведданных, пролетая на высоте около 70 тысяч футов над территорией СССР. Советская система ПВО обнаружила нарушителя, и в районе города Свердловск, ныне Екатеринбург, зенитно-ракетный комплекс С-75 Двинна успешно поразил цель. Самолет разрушился в воздухе, но пилоту удалось катапультироваться и выжить. Пауэрс был задержан советскими властями и предстал перед судом по обвинению в шпионаже. Этот инцидент имел значительные политические последствия. США первоначально отрицали шпионскую деятельность, утверждая, что это был метеорологический самолет, сбившийся с курса. Однако наличие выжившего пилота и обломков самолета с разведывательным оборудованием опровергло эти заявления. В результате напряженность между двумя сверхдержавами усилилась, а запланированный саммит в Париже был сорван. Сбитие Ю-2 стало поворотным моментом, продемонстрировав уязвимость даже самых современных разведывательных технологий и подчеркнув риски, связанные с воздушной разведкой над враждебной территорией. Пожар на авианосце Форестол. 29 июля 1967 года авианосец «Форестол», один из самых современных кораблей своего времени, оказался в центре ужасающего инцидента. Во время подготовки к боевым вылетам в рамках операции во Вьетнаме на палубе произошел нештатный запуск ракеты «Зуни» с борта истребителя F-4 «Фантом». Ракета сдетонировала, пробив топливный бак штурмовика А-4 «Скайхок». Распространявшийся поток горючего моментально охватил огнем стоящие на палубе самолеты. Еще до того, как экипаж успел среагировать, начали взрываться боеприпасы. Каждый взрыв усиливал пожар, распространяясь на другие части корабля. Особенно страшными стали взрывы бомб, которые находились на самолетах. Среди них были боеприпасы времен Второй мировой войны, склонные к нестабильной детонации. Один из таких взрывов разметал части палубы, отправив десятки людей за борт. Экипаж мужественно боролся с огнем, рискуя жизнью, но огонь уничтожил 26 самолетов и повредил значительную часть авианосца. Этот случай унес 134 жизни и стал одним из самых трагических в истории американских военно-морских сил. Он привел к пересмотру всех протоколов пожарной безопасности и хранению боеприпасов, что впоследствии спасло множество жизней. Истребитель F-15 на одном крыле 1 мая 1983 года в небе над пустыней Негев в Израиле произошел инцидент, который до сих пор вызывает удивление у авиационных специалистов. Во время учебного воздушного боя между двумя F-15D и 4 А-4Н Skyhawk ВВС Израиля один из «Орлов», пилотируемый Зивини Диви, столкнулся с одним из Skyhawk'ов. В результате столкновения правое крыло F-15D было практически полностью срезано, оставив лишь около 2 футов от основания. Пилот А-4 успел катапультироваться и выжил. Нидиви, не осознавая полного масштаба повреждений, почувствовал сильную встряску и заметил утечку топлива, но самолет продолжал реагировать на управление. Когда самолет начал сваливаться в штопор из-за потери управления, Нидиви удалось стабилизировать его, регулируя тягу двигателей и используя оставшиеся элементы управления. Он принял решение направиться к ближайшей авиабазе «Рамон», находившейся примерно в 10 милях. При заходе на посадку пилот опустил хвостовой гак и приземлился на скорости около 260 узлов, что вдвое превышало стандартную посадочную скорость. Самолет удалось остановить всего за 33 фута до конца взлетно-посадочной полосы. Только после остановки Недиви и наземный персонал осознали, что самолет потерял почти все правое крыло. Этот инцидент стал свидетельством прочности конструкции F-15 и мастерства пилота. После ремонта самолет вернулся в строй и продолжил службу в ВВС Израиля. Этот случай подчеркивает не только инженерные достижения, но и важность подготовки и решительности пилотов в критических ситуациях. Аварийная посадка F-35.
В октябре 2018 года F-35 Lightning II, принадлежащий корпусу морской пехоты США, столкнулся с серьезной технической неисправностью во время тренировочного полета в Южной Каролине. Проблема возникла в системе управления, которая является одной из самых сложных и передовых в мире. На высоте около 15 тысяч футов у самолета начались сбои в системе электроснабжения, что вызвало отключение основных навигационных приборов. Пилот быстро осознал, что посадка будет крайне сложной, так как управление стало нестабильным. Несмотря на отказ нескольких систем, пилоту удалось вручную переключиться на резервные механизмы. Стараясь сохранить устойчивость самолета, пилот начал аварийный заход на посадку. На высоте 500 футов F-35 неожиданно потерял тягу одного из двигателей. Благодаря мастерству пилота и уникальной конструкции самолета, посадка завершилась благополучно. Этот случай стал примером не только надежности самолета, но и профессионализма летчиков. Испытание космоплана X-15. X-15, один из самых амбициозных проектов в истории авиации и космонавтики, разрабатывался для достижения высот и скоростей, которые ранее считались недостижимыми. Этот экспериментальный космоплан установил множество рекордов, но его история также омрачена трагическим инцидентом. 15 ноября 1967 года пилот Майкл Адамс выполнял свой 7-й полет на X-15. Его задача заключалась в достижении высоты за пределами атмосферы и тестировании нового оборудования для управления на больших скоростях. На высоте около 250 тысяч футов начались проблемы с инерциальной навигационной системой. Космоплан потерял ориентацию, и Адамс оказался дезориентирован. На огромной скорости, превышающей 4000 миль в час, X-15 вошел в плотные слои атмосферы под неправильным углом, что вызвало разрушение конструкции. Пилот не смог катапультироваться, и инцидент закончился трагически. Этот случай стал уроком для разработчиков, вынудив пересмотреть системы управления и обеспечить лучшее обучение пилотов. Майкл Адамс посмертно получил награду астронавта, а его вклад в программу X-15 остается значительным для будущих космических разработок. Авария Т-38 Таллон. 21 ноября 2019 года авиабаза Венс в Оклахоме стала местом трагического инцидента, который потряс авиационное сообщество США. Во время учебного полета два учебно-тренировочных самолета Т-38 Таллон столкнулись при заходе на посадку, что привело к гибели двух пилотов. В тот день оба самолета выполняли стандартные тренировочные задачи, отрабатывая заходы на посадку в паре. На борту каждого самолета находилось по два пилота – инструктор и курсант. Когда экипажи начали заход на посадку, один из самолетов неожиданно оказался в зоне, которая не позволила избежать столкновения. Удар произошел на высоте менее 500 футов. Один из самолетов разрушился практически мгновенно, его обломки упали недалеко от взлетно-посадочной полосы. Второй самолет получил значительные повреждения, пилоты попытались выровнять машину, но не смогли предотвратить катастрофу. Самолет рухнул неподалеку, полностью разрушившись при ударе о землю. Погибли два пилота из одного из экипажей. Второй экипаж, несмотря на серьезные травмы, смог эвакуироваться и был доставлен в больницу. Расследование установило, что причиной инцидента стала ошибка координации между экипажами во время выполнения захода на посадку. Кроме того, плотные облака и плохая видимость могли сыграть свою роль в трагедии. Этот случай стал важным напоминанием о том, что даже самые опытные пилоты должны строго следовать установленным процедурам, особенно в условиях ограниченной видимости. ВВС США усилили требования к тренировочным полетам, чтобы минимизировать риск повторения подобных инцидентов. Катастрофа на базе Венс оставила глубокий след в истории ВВС США, подчеркнув, что учебные полеты несут в себе не меньший риск, чем боевые операции. Смертельный риск в испытаниях. В середине 60-х годов прошлого века SR-71 Blackbird был символом технологического прогресса и разведывательной мощи США. Но этот самолет также скрывал в себе множество рисков, о которых знали лишь избранные пилоты. В декабре 1966 года во время испытательного полета произошла авария, которая могла закончиться трагедией. На высоте 85 тысяч футов у одного из двигателей возник сбой. SR-71 начал разрушаться прямо в воздухе. Пилот Билл Уивер катапультировался с небывалой скоростью, превышающей 2000 миль в час. Катапультирование на такой высоте и скорости считалось невозможным, но благодаря удаче и мастерству инженеров Уивер остался жив. Этот случай стал уникальным в истории и доказал невероятную выносливость SR-71. Эти инциденты доказали, что даже самые современные самолеты могут попасть в критические ситуации, а судьба пилотов висит на волоске. Но именно мужество, тренировки и мгновенные решения делают разницу между жизнью и катастрофой. Какая из этих историй вас поразила больше всего? Напишите в комментариях и не забудьте подписаться. Впереди еще больше невероятных историй, которые вас удивят.